Нас часто спрашивают, как прошел фестиваль, сколько было человек, все ли удалось. В отчетах и официальных документах требуют показатели и результаты в цифрах. Те, кто понимает скрытую механику фестиваля и видит приложенные усилия, задают другой вопрос. Зачем? Зачем двигать горы, колонизировать необитаемые острова, строить и сразу же разбирать город на пустынном берегу? Зачем не спать сутками, собирать охранные грамоты, быть на связи, нести ответственность наконец? Кому нужны подвиги, о которых забудут через пару-тройку лет после окончания проекта? Тайбола — это путь, но путь конечный, разумеется. Эта дорога разветвляется и пересекается с другими, она распадается на 1000 троп, может стать автобаном или взлетной полосой, а иногда утыкается в морской пирс или железнодорожный тупик. Путь имеет начало, и спустя время будет поставлена точка. Так зачем же мы отправились в дорогу, возможно, длиною в жизнь? Сердце Данка. Мир огромен и потрясающе интересен. Тайбола словно зеркальная комната дарит отражение эмоций, опыт искателей и исследователей нашей планеты. Мы запустили великое приключение, которое незаметно изменяет людей и раскрывает тайны, что прячутся за горизонтом. Сердце Тайболы — это пылающее сердце Данка, которое освещает путь тем, кто движется с нами в одном направлении. Пока есть внутренний огонь и реактивная тяга, мы будем идти вперед, вопреки всему, ради ощущения полета и новых свершений. Точка отсчета. Все началось в 2010 году с неожиданной идеи, родившейся на Большом Соловецком острове. Тогда во Вселенную был запущен импульс, который эхом отразился от морских волн и звучит до сих пор. Альтруизм, минимальный бюджет и ответственность. Вот рецепт нашего первого фестиваля, который подарил миру необыкновенную атмосферу дружелюбия, взаимовыручки и, по большому счету, любви. В памяти остались бесконечное солнце, море, улыбки, шум волн, простор и песок. Тогда на Тайболе не было стен, нет их и сейчас. 2012 год, который по версии мировых таблоидов должен был стать очередным концом света, для нас стал точкой отсчета и первым шагом на дороге из желтого кирпича. Вера в дело. Многих интересует, откуда берутся силы, средства и время, чтобы делать фестиваль. Ответ изумительно прост. Мы верим
в то, что делаем. Верим до конца и без остатка. Нет сомнений в выбранном пути, нет страхов, что нас могут не понять. Тайбола — добровольческий проект, где каждый может стать участником, создателем и творцом. Вера в дело помогает искать соратников, находить средства и возможности. За 3 года эта теория ни разу не дала сбой. Мы уверены, что с каждым новым шагом и реализованной идеей наша команда будет расти, а возможности появляться. Вера в дело — главный секрет успеха Тайболы, наш вечный двигатель и волшебный ускоритель. На первый взгляд кажется, что Тайбола не предлагает ничего нового. В мире существует бесконечное множество похожих проектов. Стоит присмотреться, и становится очевидно, что при внешних сходствах есть и нечто большее. Если в 2 словах, то это дух и люди. Люди, которые любят жизнь и свой край, не зациклены на личной выгоде и готовы бескорыстно помогать. Мы считаем, что эта черта присуща большинству северян. Что же испытывают гости, приехавшие издалека на Белое море и Тайболу? Наверное, это обыкновенное счастье. Хвост малой медведицы. Полярная звезда венчает созвездие Малой Медведицы. Это небесное светило известно во многих культурах и носит разные имена. Полярная звезда – одна из самых ярких звезд в северном полушарии и всегда указывает на север. Она помогала не сбиться с пути, была заветным алмазом для моряков и исследователей. Возможно, Тайбола и есть та путеводная звезда, что указывает верное направление. С каждым пройденным шагом, с каждым добрым поступком и с каждым часом, проведенным на берегу Белого моря, вы станете ближе к хвосту Малой Медведицы. И спустя время обязательно отправитесь в свое собственное приключение длиною в жизнь. Тайбола для меня общение. Прежде всего общение с людьми, с природой. Фестиваль-то уже, по-моему, 3-й год проводится. В общем, я 3 года собиралась, вот сейчас приехала. Мне нравится по канату заползать, штурвал крутить. Я еще тут фраг нашел пиратский. So many people can be at festival area and not be drunk, because that's a general problem at least in Norway, where alcohol and music goes hand in hand at festivals. And that's a very easygoing feel of over the whole festival.
И что мы хотим сказать о фестивале? Он очень сильно отличается от огромного количества фестивалей, где мы были. Мы были на экологических, на трансовых, на разных, но здесь народ, он очень какой-то позитивный, здоровый, то есть это такой очень безалкогольный фестиваль, очень какой-то живой. И тут, конечно, совершенно обалденные места. Вот, и волонтеры работают тоже, может быть, таких волонтеров мы еще не видели, которые настолько, скажем, ну не просто приехали там где-то потусоваться на фестивале, они действительно вкладываются полностью. Ну вот, как, не в обид другим фестивалям, но здесь, наверное, это вот самое интересное в этом смысле. Well, what I think all of the three of us really likes is that Ilya is doing it from his heart, and that's like really important. And we can really connect to that. And well, actually, I don't know, it's pretty fucking good, so I don't know if you have to. Ну что сказать по поводу места. Изначально идея фестиваля была Белое море, середина лета. В этом году так уж получилось, что мы не на Белом море, мы в сердце Северной Двины, на острове Маривов. Но мне кажется, место отличное, прекрасное, красивое. И судя по тому, что сейчас у меня не разрывается телефон от криков «Ах, тут проблемы, надо решать, я спокойный, улыбчив, значит, все у нас удалось, все получается, и все хорошо, значит, место мы выбрали правильно». Кстати, может,